Всем привет! Сегодняшний видеообзор я снимаю по вашей просьбе. Как я работаю с текстурной пастой Sonette с молдами, у которых очень текстурный, тонкий и ажурный рисунок. И весь процесс я хочу вам показать на новых молдах. Заодно посмотрим, какая получается красивая лепнина из этих молдов. Надеюсь, видеообзор будет для вас интересен и полезен. Если у вас будут после просмотра видео какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Приятного просмотра! Закладываю пасту в молды при помощи вот такой деревянной палочки. Вы же можете использовать кисть, либо мастихин, как вам удобнее. Много пасты я не беру сначала, а беру по чуть-чуть и пастой прорисовываю все мелкие детали в молде. После этого я беру молд и растягиваю его в разные стороны, чтобы паста заполнила все мелкие уголки. Затем докладываю снова пасту сверху, выравнивая поверхность. Можно его еще немного пошевелить и при помощи инструмента подровнять поверхность. И молд готов к сушке. Точно таким же способом я заполню остальные молды. Обязательно раздвигайте молды посильнее, чтобы паста попала во все места. Когда молд хорошего качества, он ни в коем случае не порвется и не треснет. Дальше видео я ускорю, чтобы процесс не показался вам таким нудным, но все важные моменты я буду озвучивать. Молды отправляются на сушку, а после работы вы обязательно промойте весь инструмент, с которым вы работали под горячей водой, и очень хорошо закройте текстурную пасту, так как она имеет свойство высыхать. Это видео я готовила несколько дней по мере высыхания молдов, для того, чтобы вам показать весь процесс. И это утро следующего дня, молды подсохли, и теперь их можно достать и посмотреть, что получилось. Доставать эту лепнину нужно очень аккуратно, так как она содержит много мелких деталей. Часы получились почти хорошо, и будем доставать следующий молд. Рамка получилась не очень хорошо, поэтому будем ее доделывать. Теперь достаем елку из молда, и елка получилась отлично, только она очень тонкая, поэтому тоже будем дополнять пастой. Мне этот способ нравится, поэтому, возможно, кому-то из вас он тоже понравится. И так как паста тоже дает усадку, этот способ я считаю отличным вариантом для того, чтобы получилась хорошая и красивая лепнина. Итак, я беру снова молды. И по чуть-чуть пастой я промазываю весь молд, полностью все уголки. После того, как я промазала весь молд, я беру готовую лепнину и закладываю ее снова в этот молд. И аккуратно вдавливаю ее, чтобы лишняя паста вышла наружу. Лишнюю пасту убираю, а затем промазываю всю полностью поверхность и отправляю на сушку.
так выглядит готовый молд. И, кстати, этот способ еще хорош тем, что можно реанимировать лепнину, которая получилась с мелкими изъянами. Допустим, несколько пузырьков, либо же где-то не до конца паста зашла. Я вот раньше, когда только начинала работать с пастой, с тем же герметиком, я очень много выкинула лепнины, именно из-за того, что где-то были маленькие такие нюансы, изъяны, а вот сейчас, благодаря этому способу, я все сразу не выкидываю, а вот так реанимирую. Точно такие же действия я делаю с другими молдами и отправляю их на сушку. И снова наступил следующий день, и давайте посмотрим, что получилось. Я всегда немного переживаю перед этим моментом, но елочка получилась просто красавица. Все мелкие детали очень хорошо видны, осталось только обработать края. За рамочку я переживаю больше всего, но рамка получилась тоже хорошо, и нужно тоже обработать края. Осталось достать только часы. И часы тоже получились хорошо, каждая циферка видна. Дальше я поделюсь с вами небольшими советами, возможно, они тоже будут для вас полезны. Когда закладываешь молд, паста в любом случае все равно остается почти на всей поверхности молда и образуется пленка. Когда достаешь лепнину, потом эту пленку нужно убирать, и получается лишняя работа. Поэтому есть такой хороший способ: после того, как вы заложили пасту в молд, спустя некоторое время берете мокрую тряпочку, можно использовать влажную салфетку, и аккуратно протираете молд. И эта пленка быстро и аккуратно сходит. И, соответственно, лепнина высыхает, вы достаете ее из молда, и почти уже по краям не нужно ничего убирать. Также еще лишнее я убираю с помощью канцелярского ножа. Получается все очень аккуратно, и, конечно, делать это нужно все на ровной поверхности, чтобы не отрезать ничего лишнего. А теперь покажу вам, какой краской я крашу готовую лепнину. Елка уже покрашена краской, и вы видите, как она отличается от лепнины, которая еще не покрашена. Я использую вот такую акриловую художественную краску. Изделия получаются белоснежными, и вот такой лак акриловый глянцевый. Крашу обычными художественными кисточками и крашу 2-3 слоя, чтобы они были белоснежными. Этими молдами я очень довольна. Нравится, что рисунки получаются очень детальными. И вот сейчас давайте примерим елку к шару. Смотрится, конечно, очень волшебно и по-настоящему напоминает зиму. Елка по размеру подходит, в принципе, и к шару 8 сантиметров, и к шару 7 сантиметров. Очень красиво смотрится. Уже в голове у меня возникла идея, как я это буду сочетать на шарах. И если вам интересно, я подготовлю видеообзор на эту тему. А на сегодня это все. Надеюсь, видеообзор был для вас интересен и полезен, и мои советы вам пригодятся. Если же после просмотра видео у вас будут еще вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!